Привет всем! Начинается новая эра моей работы. Сегодня 1 октября. Вот сейчас заправился, ровно 5 часов вечера. Выезжаю я в сторону Голландии, на новое место службы, так сказать. На новое место работы, в новую компанию. Хестеркампу пока сказали мы друг другу с Хестеркампом до свидания. Я не прощаюсь. Но надо пробовать двигаться дальше. Как я уже говорил, буду пробовать себя в новой компании. Поэтому надеюсь, все будет хорошо. Ехать мне 1800 километров. Ну, думаю, справлюсь. Там меня уже ждут. Понедельник. Так что, ребята, в процессе поездки буду что-нибудь рассказывать. Так что не отключайтесь, и вообще думаю, что будет весело. Все расскажу, все подробно расскажу, покажу. Давайте. Всем удачи, и мне тоже. Ну что ж, уже в Литве. Полет нормальный, настроение хорошее, время сколько у нас? Так, где мне посмотреть время? 18:20. Нормально, едем спокойно, блин. Наблюдаю, первый раз, как далеко еду, блин. Поэтому переживаю, но на всякий случай наблюдаю расход. Вот 5,1 уже расход топлива. Кстати, вот эта самая стояночка, на которой мы всегда, когда едем в Беларусь, а мы едем по этой дороге, всегда останавливаемся на перекус, на первый. На перекусить, на пописить. Всегда вот, когда с Наташей ехали, с детьми ехали, с мамой еду, всегда вот там останавливался. Вот. Надо было, в принципе, сейчас, наверное, тоже остановиться было. Так, ради традиции. Но смотрю, там фуры стоят, коллеги. Надо уже привыкать к этим вариантам, что коллеги скоро будут реально. Я за рулем и коллеги. Честно говоря, уже как-то даже соскучился по рулю, по работе. Это радует, вот это вот как бы настроение вот это. Знаете, что едешь на работу так, ну не то что с радостью, а с удовольствием, так скажем. Потому что я очень сильно всегда к себе прислушиваюсь вот к этому моменту, когда отъезд на работу, вставать надо на работу. И вот я вспоминаю, когда надо было на Рига Сатекс и в Балтикоме, когда работал, когда надо было вставать на работу, идти в Рига Сатексме. Но в Рига Сатексме как-то это не было так особо чувствительно, что не хотелось на работу идти, честно говоря. Не то, что не хотелось, а не было такого, блин, опять на работу. Нет, в Рига Сатексме все в порядке было. Вот в Балтикоме, когда работал в конце, там уже было такое чувство, что что-то я не тем занимаюсь, да. Нехорошее, так сказать, это чувство мне. Не нравится оно мне, блин. Меня это дискомфорт получается во мне, поэтому... А вот сейчас нормально, как когда-то в моря ходил, тоже уходил с удовольствием в море. Потом, конечно, перестал это быть, поэтому я и ушел тогда. Впереди 250 метров. Камера какая-то, где-то там 160. А где камера? Камеры не вижу, 10 метров. Там сзади, что ли? Скорость здесь 70 можно. Так что вот так. Ладно, едем дальше, как говорится. Первый раз так вот веду, типа, видос со своей машины. А то обычно я всегда с фурой говорю. Едем дальше. Go ahead. Так что вот так, действительно, едем дальше. Доброе утро, ребята. 2 октября. А, кстати, день учителя. Вчера либо сегодня был. Так что всех учителей, педагогов, воспитателей, всех, кто связан с образованием, с праздником, с прошедшим или настоящим. Мне, по-моему, 1 воскресенье октября. В субботу просто поздравляли. А вообще, день учителя. С праздником. Ну, а я что, ребята, я сейчас иду по Польше.
Сегодня ночью прошел Варшаву, буквально на первом паркинге там. Решил отдохнуть, потому что все равно мне нужно только в 2 часа быть. В Польшу, в гостиницу поеду я сначала. Пересплю там, а потом поеду уже дальше в Голландию. Торопиться некуда особо. Мне ехать еще 400 километров. Это значит, что я буду через 4 часа, грубо говоря. Вот, но в гостинице просто заселение с 2 часов идет. Поэтому как бы есть время даже еще одну паузочку сделать. Ну я поеду заправлюсь еще, да, то у меня уже полбака осталось. Посмотрел курс, по-моему, 4,85 к злоты евро. А бензин 4,75 где-то в городках. И 4,80 4,85, по-моему, ой, 5,85, по-моему, в этом самом, на трассе. Так что, ну, не буду я рыскать, искать там, где подешевле. Надо будет заправиться прямо на трассе, короче. Ну, что хочу сказать. Решил, вот пока время есть, Наташа на связь не выходит. Наверное, с Жустиком пошла гулять. Вот. По поводу смены работы, ребята. Я все время пытался еще в каденции начать этот разговор, но у меня что-то случалось с камерой. Надеюсь, сейчас она не выключится. По Хейстеркампу. Компания нормальная. Кто там пишет, что там все очень плохо. Наверное, плохо для тех, кто идет за большим рублем. Для тех, кто хочет ничего не делать, при этом получать. Для кого еще плохо? Ну, кто, наверное, не может сжиться нормально с диспетчерами. Не знаю, для начинающего артиста, то есть для тех, кто только начинает в профессии работать, Хейстеркамп в Латвии, по-моему, самая лучшая компания. Я не знаю, как Крейс, но насколько я слышал, да, там экипажи, там какие-то, с топливом непонятки. Поэтому я рекомендую Хейстеркамп. Вопрос, почему я ушел из Хейстеркампа? На это есть несколько причин, но это совершенно не связано с атмосферой в работе, в самой работе, в машинах, в графиках. В графиках связано немножко. То есть все в порядке, диспетчера отличные. Артур, если смотришь, привет. Это диспетчер, который постоянно, можно сказать, был у меня. Была Кэти, тоже привет. Александр был. Татьяна была. Сандес был. Еще один Артур был. Андес был. Ну, из них я скажу так. Мне больше всего я сработался именно с Артуром. Артур, и даже могу сказать фамилия, Артур Симонис. Хороший диспетчер. Удачи тебе, Артур. Может быть, еще свидимся. О Хейстеркампу я не говорю прощай, я говорю до свидания. Минусы в Хейстеркампе. Самый главный минус — это смены на бусах. С одной стороны, как бы удобно, да, в Польше, на германской границе можно заехать в магазины, да, там отовариваться, что себе там для работы, в дорогу, домой что-то привезти. Но, ехать 20 часов, и поскольку я говорю, я уже где-то говорил, что я стал не экстравертом, а интровертом, мне тяжеловато ехать. И вообще я не люблю возить других.
навозился в Рига Сатекс. У меня какое-то такое, блин, состояние, когда я кого-то везу, незнакомого, блин, ну не знаю, психологическое состояние такое. Второй минус то, что каждый раз новые машины. Но это, наверное, сейчас везде так. Ну не везде, большинство компаний, которые так работают. Как я слышал, хотя у многих моих знакомых, у них машина своя постоянная. Те, кто работает и в рижской фирме, и кто в эстонской работает, и кто в шведской работает, ну, своя машина постоянно. То есть ее можно оборудовать, следить за ней. Вот в Хейстеркампе этого нет. Ну и самый последний, что немаловажный, конечно, минус — это зарплата. Я зарабатывал 70 евро в день. Неважно, работаю я, стою я, еду, сплю я, 70 евро в день. Единственное, там какие-то доплаты шли, если в праздничные дни вы на работе, по латвийскому календарю, конечно. Я не просил ни разу, чтобы мне повысили зарплату, хотя знаю, что ребята, которые приходили после меня и тоже с нуля, сразу получали без АДР 74, кто-то 75. Но я согласен, если он типа уже там с опытом, да, просто нет АДР. Но, когда приходит парень такой же, как я, даже слабее, наверное, в процессе работы, как-то быстрее вник, и получает сразу 74, ну как-то нечестно. Ну ладно. Ну я просто не просил ни разу, что мне так мало платят, всем платят столько-то, а мне столько. Сейчас им вроде подняли с 1 октября, до 80 довели. Вернее, по-моему, 79, кто без ЭДР. Как я понял. И плюс 5 евро доплата, если есть ЭДР. Ну и плюс эко-вождение. И последний минус, который для меня оказался важным, это график. Поскольку я сейчас меняю планы на жизнь, мне нужен график 8-4. И зарплата даже 80 евро на данный момент меня уже не устраивает, поэтому мне нужно 8 недель работать, 4 отдыхать, но чтобы зарплата была где-то в районе, ну, повыше, чем 80. Вот. Но, кстати, в Хейстеркампе нет проблем, если ты хочешь задержаться дома. Нет проблем, если ты хочешь поработать на какую неделю, на 2 больше. С этим проблем я не слышал. Наоборот, даже просят поработать обычно еще на 1 недельку, еще на 1 недельку. И я не знаю, как сейчас, но было время, доплачивали за это. Ну вот, у меня были варианты и в Германии, и в Испании, и в Швеции, и в Италии, и в Эстонии. И звонили, и я звонил. Но вот выбор у меня пал пока на эту голландскую фирму, на которую я сейчас еду. Ребята, название фирмы я говорить, озвучивать в данный момент не буду. Ну, как бы, чтобы и не сглазить, и чтобы не подвести ребят, которые дали рекомендацию мне, потому что на нее устраиваются в основном по рекомендации. Ну и главное, что должно быть человек? Знание английского языка. Опыт маломальский, но главное знание английского языка. Если вы знаете, у вас есть английский, вы владеете на разговорном уровне, то работу вы в Европе найдете всегда. Было бы желание. Несемся по автобану польскому. Вот непонятно. Объехал его и затормозил. Ну ладно. Я человек непривередливый, я редко когда, в принципе, критикую коллег на дороге. Кто как может, тот так и едет. Единственное, я не люблю, когда, ну, это не нормально, это не культурно, это не вежливо. Если тебя обгоняют, а ты начинаешь в этот момент
топить зачем-то с такой же скоростью, как обгоняющий тебя. Но он ведь обгонял тебя, когда ты ехал с маленькой скоростью. Зачем ты начинаешь фигней заниматься? Особенно вот коллеги. Так, на что у меня там остановился? Сбило меня. Да, и вот тогда вы найдете работу в Европе, блин. Можете остаться на 11-месячный, на годовой, как обычный, да, договор, как вот дома у себя. То есть 11 месяцев работаете, 1 неделя отпуска, такого не отдыха, а именно отпуска, да. Но меня это не устраивает, Наташа не хочет в Европу на данный момент переезжать. Хотя я скажу так, что в нашей стране это поджимает всех. Блин, по-моему, каждый работоспособный человек задумывается покинуть Латвию. На то есть причины, блин. Вчера были выборы. Не знаю, такое ощущение, блин, народ непонятно, блин. Неужели нравится политика, проводимая этим правительством? Ну ладно, это уже политика. Ну вот, и выбор у меня пал на эту голландскую компанию. График у нее 8 недель через 4 недели, то, что мне устраивается. И зарплата, скажу сразу, выше, чем в Хейстеркампе. Даже выше, чем я ожидал. Единственное, там есть некоторые нюансы, которых надо будет узнать. Вот уже Наташа звонит. Узнать. Там вроде что-то такое, когда ты не работаешь. То есть, когда ты стоишь на паузе 45-часовой или 24-часовой, тебе эти дни не оплачивают. Но по начальной окладу, да, за день, все равно ты выигрываешь по отношению с другими компаниями. Ну и работа заключаться будет вроде как в перевозке в основном сыпучих грузов. Там эти плавающие полы. Ну, как Витек, друг, который туда уже уехал, который уже работает 3 недели почти, говорит, работа интересная, нормальная, мозги никто не парит. По колхозам, по фермам и т.д. и т.п. Ладно, будем изучать новую специфику. Все новое для меня это интересно. Надеюсь, все получится. Ну а мы, ребята, едем дальше. По ходу буду рассказывать. И, конечно, будут новые видео, новый цикл, так сказать. Короче, кто не подписан, подписывайтесь. Я думаю, что будет интересно. Ладно, ребята, едем дальше, не отключайтесь. Видео будет еще продолжаться вплоть до приезда на новую компанию. Ребята, заправился я топливом дизель, что-то я перепутал, вам неправильно сказал. 7,59 стоит топливо, если учесть, что 4, по-моему, 50 злотый курс. Но тут, конечно, берут они процент за конвертацию, потому что когда оставляешь карточку, они спрашивают, злоты или евро. И вот не знаю, что лучше, злотами или еврами. Но если у вас нету злотым, то по-любому будет евро, я не знаю. 8% они берут со 100, ну ладно. Так не так я много и заплатил, 78 евро. Ладно, теперь сходим в одно место и поедем дальше. Остается мне тут, сколько мне тут остается? 280 километров. Теперь полный бак. Еще надо будет 1 раз в Польшу заправиться уже перед выездом. Ну, по-моему, Лотос дешевле, чем на Шелле. Вот сейчас запомню, 7,59, она на Шелле был, я там заезжал, по-моему, 8 с копейками. Или 7,85, или даже 8 с копейками злотых. Как-то так. Вот Польша, молодцы поляки, сохранили свою валюту и на этом живут, на конвертации. Евро в злоты, злоты в евро. В Макдональдс не пойду. Купил себе чипсоны, чтобы было что жевать по дороге. Я понимаю, вредно, но иногда хочется. А если хочется, не отказывайте себе. Ну,
Хохлушка побежала. Либо мужик с женой ездит, либо жена тоже водитель. Буквально сейчас прошел мимо заправки Орлен. Да, тоже дизель стоит 7,59. Но простой дизель. Не эко никакой там, не супер-пупер, блин. Супер-пупер там, по-моему, стоил уже 7,79. Ну, не так дорого, но не намного дороже. Но надо еще будет на Шелле посмотреть, сколько на Шелле будет стоить. Так, мне 240 километров еще. Карточка, да. Я думал, тут талон надо набирать. Пока эту карточку надо давать. Hello? Get the place? Thank you. Ну что, поехали? Думал, надо куда-то нажать что-то. Так, ну будем знать. Как на бусе, там все понятно. Там пофиг. Надо шелловскую даешь, не надо там. Нажимаешь. Сколько заплатил? 26 евро, по-моему, заплатил. 26 евро, да. Что это пока не знаю. Потом посмотрим. Теперь едем до следующего. Наверное, я заплатил за этот участок дороги, который проехал, я так понимаю. Теперь мы едем до следующего пункта, наверное, там дадут карточку. А потом на следующем уже надо будет заплатить, я так понимаю. Ну, нажать надо будет кнопку, типа... Что голова, ребята, болит, блин, из этой погоды меняется. А у меня, блин, все лекарства... в багажнике, в сумке. Ну, может быть, заехать где-нибудь там, блин. По-моему, на Шелках были. Или там в Лидлах были. Какой-то ибуметина купить, блин. Лень там разбирать сумки. Ну, либо дотерпеть до гостиницы. Ладно, ребятки, едем дальше мы. Подумать, 230 до места гостиницы еще. А еще потом 800 до базы в Голландии. Нормально, видишь, фирма в Польше заказала отель. Все хорошо. Как Леша говорит, все в елочку складывается. Главное, чтобы так было дальше, правда? Я, может быть, даже это видео выпущу небольшое, маленькое, по приезду в отель, размещение. Да, кстати, в отеле еще мне паркинг бесплатный и завтрак бесплатный включены. Вот так-то. Ну вот British Petroleum проехал. Да, ребят, тоже 7,59. У них в основном вот здесь это основные, это Lotus, BP, British Petroleum, потом Orlen или Orlen, по-моему, ну и Shell. Осталось только на Shell посмотреть, что и сколько. Ну, я думаю, значит, везде одинаково. В поселках может быть по-разному.
на трассе, наверное, все одинаково, потому что конкуренция, я думаю, что у них какая-то договоренность есть, чтобы одинаково стоило топливо. Ладно, 200 км. Ехать, 208 точнее. Ну что, друзья мои, вот мы приехали в отель Бульвар, называется. Пойдем посмотрим, что там и как там. Сначала ничего брать не буду. Ой. Какой-то есть чек, что тут написано. 2 до 2 сегодня число, 14:32. Ладно, пойдем узнаем, пойдем на разведку. В итоге, ребята, я даже не понял, я снял или не снял, или у меня батарейка села. Поэтому начну еще раз. Вот в этот офис мне надо зайти будет завтра утром. А отель у меня через дорогу. Вообще реально 300 метров, как и говорила. Девушка, которая со мной связывалась. Вышел из этого, как его, с отеля в рубашке. Пошел дождь. Смотрите, какая красивая радуга. Проглотил капсулу, что-то как будто голова болит. В горле застряла. Надо было чем-то запить. Это, наверное, как маяк, что ли, такое. Я не знаю, что это такое. Ладно, пойдем в сторону отеля. Главное, я узнал, где это все. Где мне надо быть завтра. Теперь узнал. Ну, теперь пойду в сторону отеля. Покажу вам немножко отель, паркинг. И все дела. И номер, конечно же, покажу вам. Городок такой маленький, уютный. Но, по крайней мере, здесь. Там, по-моему, там в той стороне он большой. А вот здесь такой, как бы, немного старенький. Что-то как-то я, по-моему, простудился или что, у меня голова болит. Помылся, приехал. Теперь надо будет... принял душ, поужинал. Теперь покажу вам отель и лягу спать. Ну, вообще все так нормально, мне нравится. Мне вообще Польша нравится. Честно говоря, вот такие маленькие города. Не Варшава, да, вот такие вот. Мне вообще маленькие города, не только в Польше, везде нравятся. Уютные, классные. Наверное, какой-то собор Польской Богоматери. Да, надо будет взять мне еще из машины термос. Отнести его помыть. Каштаны. Каштаны. Как у нас. Природа как у нас, но только немножко не нежнее, как это сказать, а мягче, так скажем. Мой отель находится вот там буквально. Какой-то дядя тут стоит каменный. О, кто-то столбик уже уронил. Неожиданно. Бископ Вильгельм Плутта. Кто такой, не знаю. Чудик в очках. Каменный Вова в очках. О, сейчас пойдем, чтобы зеленый будет. Может, перейдем дорожку. Успеем. Фиг его знает. Попытаемся успеть. Как минимум хотя бы половину пути пройти. О, солнце засветило. Офигеть, как дождь пошел, блин. Так. Вовремя, не вовремя. Не будем нарушать. Еще немножко посмотрим. Видите, часы без стрелок. Счастливые часов не наблюдают.
Напомню, город называется Горжоу. Сегодня воскресенье, 2 октября, и тут ничего, ну, все закрыто, в принципе, по идее. Я там прошелся по улице, зашел в магазин, купил себе кофе, но вот в номере, блин, нету ни этих самых, блин, ни кружек, ни ложечек для кофе. И, блин, холодильник есть, но он, к сожалению, греет, а не холодит. Ну, я подошел на ресепшн, говорю, такое дело, холодильник не работает. Он говорит, ну, сейчас все ушли, вы можете положить продукты на кухню. В холодильник. Я говорю, отлично, спасибо. Пошел, отнес, положил. Такой маленький уголок. Вот там офис, Мостово 12. А вот здесь отель. Видите, Бульвар Хотел. Там мой отель. И паркинг. Я, кстати, сейчас посмотрим, есть там камеры, нету. Я думаю, что это под охраной все. Наверняка где-то есть. Вот сюда тоже в отель заезжает, наверное. Фига знает. 18 свободных мест. Кстати, тут можно парковаться. 10, 50, 25, непонятно что. Но платить можно. Заезжаешь, дают талончик. И вот я поставил машину. Надо, наверное, камеру убрать. Это регистратор, чтобы он не светился. Как-то мне таблеточка как-то не так пошла. Купила таблетки по дороге, потому что мои таблетки были там где-то. Блин. Я не возьму, к сожалению. Завтра возьму термос. Да. Утром спущусь, возьму термос, потому что я ключи оставил в каюте. Ну, не в каюте, а в номере. У меня 3-й этаж, 304-я кабина. Вот. Да, пойду-ка я наверх. А еще сейчас спрошу, наверное, можно ли взять номер, кружку и маленькую ложечку. Такой нормальный чудак на ресепшене работает. Молодой парень. Нормально мне. Я зашел, когда он. Говорю, у меня заказано. Он посмотрел, а кто заказывал. Говорю, я не знаю. Я там на такую-то фирму. Он говорит, там она оплачена все. Я говорю, ну конечно. Он говорит, нет проблем. А потом я пришел к нему с этим письмом, которое он получил. Говорю, эта фирма. Говорит, да, все отлично, нет проблем. Вот там ресторан, у меня завтрак входит в ресторан и паркинг, как я уже говорил. Вот. Ладно, пойдем, поднимемся наверх. Тут ресторанчик, где я буду завтракать. Можно на лифте подняться. Ну, пройдемся пешочком. У меня окна выходят как раз на эту сторону, вот на этот дом 5-этажный. Польская 5-этажка. Так что, нет, все нормально, меня устраивает. Телевизор есть в номере. Если надо смотреть, можно посмотреть. Хотя что, не буду я кофе пить на ночь. Сейчас завалюсь, сделаю видос, лягу спать. Вот моя машина там видна. Туда можно уехать. 304 номер. Опа. Заходим. Жарко. Я тут натопил. Ну и как обычно, да? Нет. Как там совывается? Какой стороной? Фиг знает, заработано, не заработано. Ну, свет есть.
О, такой номер. Свет включу, уже, наверное, темно. Шкафчик. Моя сумка, холодильник. Кровать, тумбочка. Телевизор работает. Интернет есть, Wi-Fi есть. Там меню. Всякое разное. То, что надо как раз. Ну, и я уже тут немножко использовал. Разложился, сходил в душ, помылся. Привет из Польши. Фен мне не нужен. Ну, это мои причиндалы. Полотенце я еще им не пользовался. Кстати, почему тут не греет это? Хотел простернуться немножко, потому что нижнее белье в машине оставил. Думал, простернусь и все, и высушу. Ладно, ребята, ну, короче, меня с приездом. Завтра в 9 часов уже пойду побеседую и поеду уже там на базу в Голландию. Как-то вот так. Что тут есть? Вот минералка есть, стакан есть. Чайник это мой. Телефон есть, 2 пульта. Вот, главное, что есть Wi-Fi. Вот. Ладно. Что хочу сказать. Повторюсь, с приездом меня, да, с началом. Решил, я сейчас это видео сделаю, чтобы дальше будет дальше. Ой, это что такое? Это не мое. Что за грязь какая-то? Вот. Ну ладно, ребята, подписывайтесь, заходите, смотрите, как я начинаю работу на новой компании. Чем и как буду заниматься, я буду рассказывать в процессе работы. Ну все, пока. Всем удачи, берегите себя, своих родных и близких. И все будет правильно. Чики-пуки. Покеда.